Всем привет, дорогие друзья! Вещает и транслирует Хакман. Продолжаем сегодня с вами прохождение игры The Outer Worlds, одной из лучших RPG 2019 года и наследницы Fallout. Продолжаем. Так, если кто помнит, мы остановились на тем, что мы нашли запчасти для корабля, для своего. И в принципе можем улетать. Но я вспомнил, что у меня есть одно незаконченное дело, а точнее любопытство. Сейчас мы посмотрим. Сейчас мы в итоге посмотрим, куда нас заведет, приведет. Ой-ой. Так. Да. Так, нам надо вылезти отсюда. Блин, что за тормоза-то? Алло. Так. Да что такое-то? Короче. Если кто помнит, в начале игры, вот здесь вот. Блин, а где наш... А, ты с нами, отлично. Вот здесь вот. У нас остались... Короче, надо пойти посмотреть, что здесь у нас. Я помню, тут бабуины всякие были. Новый объект, старое место крушения. Только вот где они? Может, они ушли? Сейчас-то у нас 7 уровень, все дела. И мы можем себе позволить пойти. О, стоп. Все заберем сейчас. Все, что тут есть. Так. Интересно. Я помню, раньше тут эти животные ходили. Здоровые такие. На которых я всю прошлую игру боялся нарваться. Сейчас, смотрю, они ушли, испугались, наверное. Что это за картридж с битами, я так и не понимаю. Ничего нет, да? Ну пойдем. Или не здесь? Да, по-моему, здесь. Или чуть подальше. Ну пойдем сейчас посмотрим подальше еще. Так, старое место крушения. Ну вот, я помню. Или вот тут, что ли? Да не тут. Тут мародер. Че, отлично, всех развалили. Ништяк. Молодец у меня какая. Деваха. Значит, там был, где был старое место крушения. А тут ничего нет. Ну да. Альфа-самец, псида, дикая псида. Вон, пошли их развалим. Может, нам что-нибудь за них дадут? Только я, наверное, возьму что-нибудь посущественнее. Все, да?
Хвост-псиды, мясо-псиды. Ну, короче, теперь они нам не так уж страшны. Оба, на это что такое? Тут можно скопать. Могила какая-то. Ну, короче, все, полетели. Нас тут более ничего не держит. Да. Че, я не могу туда пролезть, проплыть? Да? Никак? Походу никак. Ну и ладно. Пойдем. Ух ты. Планетные кольца. Не замечал раньше. Красиво. Что там наверху? Так, у нас доступны очки навыков. О чем их? Так, навыки. 10 очков. Ближний бой. Тут уклонение блок. Что можно изучить? Так. Убеждение, ложь, запугивание. Давай мы в технологию зафиндюрим. Все 10 очков. Да. Так. Все вроде. Блин, что, я не пройду, что ли? Погнали отсюда. На корабль. Нас тут, как я уже повторил, нас тут больше ничего не держит. А со всем остальным мы справимся. Так, а у нас же есть еще один напарник, правильно? Этот вот бывший священник. Надо его вербануть как-то. Пойдем посмотрим, что он там делает у нас. Так. И что ты, кстати? Что, нельзя тебя как-то? Ну ладно, что, поехали тогда. Чем могу помочь капитану? Так, я установил регулятор. Все системы работают. Я готов вывести безнадежно низкую орбиту. Хорошая проверка наших летных возможностей. Полетели. О, Раша Кул, привет. Давно не виделись, это точно. Доктор Финнес Уэллс просит нас выйти на связь. Отлично, давно хочу с ним поговорить. Надеюсь, это не займет много времени. Давай. Ага, вот и ты. В добром здравии, да еще собственным кораблем. Жаль, предыдущего капитана ужасная была смерть. Как ты себя чувствуешь? Я потерял тебя, когда ты вошел в пещеру. Позыв мочи, да пошел ты. Нормальный побочный эффект от разморозки.
К чему он клонит? То, что ты видел в Эмеральд Вейл, происходит повсюду, во всей колонии. Нехватка еды, отсутствие самых простых и необходимых вещей. Мы умираем. И виноват в этом председатель, министр и их подпевал из коллегии. Надежда собран самые светлые умы Земли. Если ты сумеешь оживить колонистов с надеждой, они помогут нам исправить ошибки коллегии. Жизнь в колонии станет совсем другой. Тебе нужно попасть в Стеллар Бэй. Это на Монархе. У меня там знакомые. Они помогут мне. Помогут нам найти химикаты, чтобы реанимировать Глэдис Калкелли, чудесная женщина, хозяйка одного славного черного рынка. Достанет тебе навек ключ для посадки в Стеллар Бэй. Так. Как дела, Раша Кул? Как самоизоляцию проводишь или не проводишь? Так, ладно, поговорю с этой Глэдис. Зачем нужен навек ключ? Да, зачем мне нужен новый ключ? Строго говоря, монарх — это луна, ужасно терраформированная, на которой творится полное беззаконие. Тебе там понравится. Капитан не управляет кораблями самостоятельно. За навигацию отвечает твой навигационный терминал «Навиключ». Это такой набор инструкций с маршрутами. Коллеги давно конфискуют навиключи для Stellar Bay, поэтому нам придется пойти в обход, чтобы получить такой. И тут нас выручит мисс Глэдис Калкелли. Ну ладно. Прекрасно, я отправлю сообщение, чтобы он знал о твоем прибытии. Кстати, я передал капитану Хортону аппарат для маскировки, который сам же создал. Самые современные технологии, опережающие свое время. За голографический плащ. Верно, тебе очень пригодится. Найдешь и в каюте капитана. Ну-ка, чудесное устройство. Я также горжусь собой. Плащ изменяет облик пользователя, имитируя внешность другого человека. У него есть ограничения, это пока еще прототип. Но уже выглядит многообещающе. Мне не терпится увидеть его в деле. Ах ты испытатель сраный, на нас испытывает. Голографический плащ читает библиотически, считывает данные с обычных удостоверений, ставит вокруг тебя голографическую проекцию. Так, а что за ограничения? Пристального внимания. Не используй долго, иначе голограмм начнет мерцать, рассеиваться и так далее, особенно во время движения. Рекомендуется мерное использование. Например, когда на твоем пути охранник, а прокрасться мимо него не получится. Держи дистанцию, веди себя нормально. Не бегай, не прыгай, не привлекай внимания. Если к тебе присмотрится поближе, высокая вероятность, что заметит изъян в голограмме. Угу. В общем, как и сейчас, надо держаться от всех подальше. Пригодится. Донаты, по идее, должны быть. Замечательно, свяжусь с тобой. Помни, коллеги, доверять нельзя. Они пытаются завлечь тебя обещанием богатства и власти, но это ложь. Коллеги интересуют только одно, как бы потуже набить собственный карман. Если их не остановить, они загонят нашу колонию в могилу. Трансляция закончена, если вы готовы отправиться в путь, выберите место назначения в навигационном терминале. Так, ну-ка, давай сейчас посмотрю. Да вроде бы все нормально. Я не знаю, в чем дело-то. Странно, я проверю. После стрима обязательно проверю. Но в любом случае, Рашакул, спасибо, что обратил внимание и что закинул. Так. Ну, я проверял, вроде все было нормально. Правда, потом у меня случалась перестановка Windows, там все дела, куча всякого такого сопутствующего барахла. Поэтому, возможно, что-то и поломалось, честно говоря. Да, так как давно не стримил, не проверял. Так, используйте карту системы, что путешествует на другие планеты, астероиды, лаборатории в системе Алкиона. Так, это мы. Нам куда надо-то вообще? Терра 2. Вас приветствует карта системы.
все планеты, которые сумели обнаружить. В любое же открытое место для посадки в некоторых точках потребуются коды или ключи. Сотрудникам оставаться дома еще лучше на работе. Да, видимо, наверное, что-то поломалось, надо будет проверить. Я просто в связи с тем, что ребенок родился, стал очень мало стримить, да и вообще не стримить. Просто записывал летсплей, а сам понимаешь, когда летсплей, там не прямой же эфир, поэтому я, так сказать, и не проверял. А сейчас, вот, видимо, да, что-то сломалось. Так. Что вообще нам надо делать там? Пропуск куда угодно. Поговорить с Глэдис на первопроходца. Достаньте голографический плащ. А пойдем посмотрим. Где тут наша каюта? Она же? Нет, это точно не капитанская каюта. Что-то я забыл, где она. Тут может быть все-таки. А чё мы, кстати? Он... Так, это Глэдис. Голографический плащ. Вот. В вашей каюте мой визуальный сенсор отключен. Можете раздеваться в любое для вас время. Ах ты, обманщица, сраная машина. Так, голографический плащ. Создать для вас напарников завес, который позволяет попасть в закрытые зоны. Сотрудников. Окей, так. Блин, мне спать, спокойной ночи, я бы еще посидел. Ну ничего, Рашакул, в следующий раз. Просто я когда смог, тогда и включил стрим. Теперь постараюсь стримить почаще, но правда в это же время. То есть там в 9, в 10 часов, в 11, как-то так. Спокойной ночи. Так. Голографический плащ мы взяли. Пойдем поговорим с этой бездушной машиной. Так, Терра, да? Лаборатория Финнеса. Блин, я забыл, куда нам надо. Сейчас слово забыл. Так. С Глэдис на первых находится Финнес Уэллс. Хочет, что вы связались с Глэдис. Ну да, нам, короче, туда. Финнес, лаборатория. Стыковочный отсек. Полетели. Че, мы пролетели? Так быстро? Стоп. Я не понял. А где? Вот он, Викарий Макс. А чем ты у нас тут сидишь, дышишь? О, друг. 9-я броня. Сейчас мы тебе будем что-нибудь дадим, короче. Так, у нас тут в принципе немного всего. Ну, блин, тебя в таком виде я не потащу, извини. Класс, да? Шлем и вот такой вот. Я бы так и оставил, да. Так, 9, 4. Блин, ну... Пусть хотя бы так. Так, с чем ты у нас будешь? Давай ты будешь... Вообще, что у тебя за навыки? Взлом. Уменьшает уровень угрозы напарника при атаке врагов. Оторва увеличит уровень. Так, оторва и здоровяк. Ну, давай здоровье тебе прибавим. Так, Е применить. Так, что у нас тут? Запугивание, взлом, наука. Какой-то трюк. Цель на землю сбивает.
Дробовик, здоровяк. Наука, взлом, запугивание. Запугивание, значит, у тебя. Угу. Ну, в принципе, запугивание это хорошо. Так, обрез у тебя. Давайте пулеметом садим. Да. Так. Ух ты, это что такое? Пистолет Болтер Джак. Ну, это не очень слабенький. Вот тебе. Ты же хотел с этой штукой ходить. Это сбольный блокиратор. Вот и ходи с ней. Так, ну что, все, да? С тобой все ясно. Порвать у нас тоже с такой же ходит и с обрезом. Ну и нормально. Пошлите, ребятки. Пошли, пацаны. Ну, порвать и викарий. Еще смотрите, еще 4 слота. До 2 напарников. Ну, как в Mass Effect, короче. Так, Финес Уэллс. А вот ты меня слышишь? Оно вообще работает? А где он? Вон там. Да. Стоп. Поговорите с Гладис на первопроходца. Стоп, а это мы домой вернулись, да? Получается. Обезопасить себя заодно. Ну, туда мы немножко пришли, да? Я так понимаю. Ну да, пойдем на первопроходец. Я понял. Не, ну я просто думал, что Финиас. Ну-ка, пойдем туда сходим. Ничего там нету? Интересного. Нет. Ну ладно. Снарядили ребяточек. Первопроходец. Нам сюда. Стыковочный отсек. Можно высаживаться. Надо поговорить. Да, давай побазарим. Говорят, на первопроходце очень хороший инженер. Женщина по имени Дюнлей Теннисон. И потом вдруг может с ней встретиться. Если у вас время, конечно. Да, конечно, встретимся. Чего бы нет. У меня мало опыта в ремонте настоящих кораблей. Спорная банка шишкачина с фасолью, что она может меня всякому интересному учить. Хочешь идти от меня к ней? Давай спросим, кстати. Нет, капитан, я собираюсь оставаться тут, пока вы меня терпите. Я подумал, что мы с Дзюньилей можем общаться по радио или сообщениями. Может, я смогу порой к ней сбегать, когда мы будем останавливаться на первопроходце, только если вам не будет нужна моя помощь. Спасибо, капитан, я постараюсь, чтобы вы не зря потратили время. Тебе лучше уйти по... Ой, не, вы чё? Зачем ей уйти, а то сейчас уйдет, блин. Все, погнали. Уйти, а то так нечаянно. Тыкнешь не в ту степь. Так, это у нас Джейн Элсон. Проверяй накладную. Все по правилам стандартным. Добро пожаловать на первопроходец. Спасибо. Капитан, я в космосе. Я не думал, что могу такое сказать. Сегодня нас ждут неприятности. Не то чтобы я этого хотел, просто с вами часто такое бывает.
ты мне ничего не хочешь сказать, друг? Капитан, не мог бы я отнять минутку вашего времени? Кажется, я знаю, где найти переводчик на первопроходца. Есть у меня пара мыслей. Один бывший ученый-софист с дурной славой сбежал с Терры-2 пару лет назад. Он эксперт по Бакону. От него я узнал, что дневник у Эмеральд Вейл. Если кто и сможет перевести эту книгу, так это он. Удачная мысль. Давай. Хороший вопрос. К счастью, мы в идеальном месте для начала поисков. Если бы мне надо было браться с Терры-2, я бы отправился сюда. Отсюда легко найти на попутку на Гефеста, Сциллу и даже Монарха. Мне только надо получить доступ к картриджу с данными в терминале безопасности. Эта система легко взломать, в ней ведется учет всех манифестов по отправлениям и прибытиям. Я посмотрю манифесты за последние полгода, чтобы вычислить, на какую планету отправился софист. Окей. Не люблю много разговаривать. Феликс, морпех, пехотинец корпорации. Ну-ка, ты не вовремя, нас возникла проблема, я занят. Шагай шлюза вон. Все, нет проблемы. Я смотрю, ты жить как хочешь, получить дубинка по зубам. Оба-на. Ох, как хочешь, с меня хватит. Все, что ты слышал, чистая правда. А что случилось-то вообще? Короче, был у меня бригадир, никогда не нравился, он меня его водил. Говорю себе, будь выше этого. Но бригадир у меня болеет за избранника космоса. На днях избранники обыграли моих рейнджеров, и у него прямо голова затряслась от хвастовства. Да, я тогда отвесил ему хук-то с больной клюшкой. Слушай, мы давно полабрал, блядь, занялся высшим начальником. И решил, что с простыми грузчиками зато можно помыкать. Теперь же бывший грузчик. Может считать, что заявление об увольнении подано. Наслаждаться свободой, наскрести битов на бутылку на горовке, а потом пока не знаю. Охеренный план, чувак. Слушай, не хотел лезть на свое дело, но я видел, что ты сошел с корабля. Он там в доках, случайно не его владелец. О, может мы его сейчас завербуем? Именно так. Капитан Безнадежного, прям как в сериалах. Ладно, не буду тебе надоедать, думайте, отдел по горлу, спасибо, что уделил мне время. Феликс Милстоун, приятно познакомиться. А чё, больше ничего? Еще увидимся, босс? В смысле? Шел погуляться по докам. Может это? Типа, мы его можем вербовать, но он же не определился ни с чем. Так, ладно, пойдем. Что тут? Морпех. Грузчик. Грузчик. А где начальник-то его? Грузчик. Пехотинец корпорации. Где начальник грузчиков? Можно же как-то попробовать разрешить конфликт. Правильно? Не, мы тырить ничего пока не будем. Не вижу смысла. Торговец. Ну, давай посмотрим, что тут у них есть. Сначала всякую хламину тут скинем. Алексус Лиминов. Добрый вечер, уважаемый стример. Как вам эта РПГшка? Судя по голосу, вы немного устали. Да нет. Просто поздно, у меня тут все спят, я не могу громко разговаривать. Игрушка очень классная, мне нравится. Я вообще РПГшки люблю, как жанр. Так. Ну, спасибо. Какая у вас приятная манера общения. Уважаемый, все дела. Приятно видеть и слышать, вернее видеть, скорее, культурных людей. Так, что это? Двуручное оружие ближнего боя. Давай сейчас все хлам покидаем отсюда.
Так, автоматов тут еще полно. Сколько мы? Так, вот это вот пистолет. Ух ты, клинок охраны. А давай у кого-нибудь отдадим. Так. Не, ну классный пистолет тоже пока оставлю. А вот это вот что, одноручное? Нет, это продадим. Дубина тоже продадим. Так, вот. Ну, револьвер пока оставлю. Это тоже продаем. Пестик тоже пока оставлю. Мало ли кто будет. Так, здесь у нас что? Ну, всякое... Не понял. У него броня была 10, а я с него ее снял? Да ладно. Ингалятор, ладно, тут пока оставим. Сколько модификаций. Инструмент для взлома компьютеров. Вот, нам пригодится. Так, ну всякое хламье можно сразу продать. Так, можно сразу продать. А что у них тут есть? Опа-на, штурмовая винтовка легкая. 180 урона. Нет, это херня. Так. 9-4. Не, по костюмам тоже херня. Реактивный кинематический щитовой излучатель. Теряете слишком много здоровья, модификация дает вам что там? Время неуязвимости недолго повышает скорость регенерации. Это скорее всего к костюму, правильно? Лично надеюсь, что вам все понравится. Особенно запомните серия игр Fallout. Конкретно Fallout New Vegas. За вариативность, и Fallout 4 за шутерность происходящего. Fallout я, к сожалению, не играл, но еще хочу поиграть. Ну, то есть я знаю, что это. Я знаю вообще РПГшки. Ценю, уважаю. Ну, их сейчас очень много. Я в свое время очень много пропустил. Ну, имеется в виду игр. Вот, тут уже что-то интересное. Много игр пропустил. Вот, и, естественно, да и времени сейчас не так много, чтобы много играть. Так. Так, это у нас молния, энергетическое оружие, эффект оглушения. У нас 7000. Что-то у них еще есть. Вот еще какой-то тактический дробовик. 24/8. Он что, дробью прям стреляет-то? Магазинная загрузка обладает неплохой скорострельностью. А, это 8, наверное, патронов в магазине. Убойное оружие при стрельбе в упор по небронированным целям. Не, ну мне пока автомата, в принципе, хватает моего. О, охотничья винтовка. Вот. А вот это, мне кажется, можно купить. 2 патрона в магазине. Дальность поражения оружия плюс 25%. Да давай купим. Посмотрим, что это за шняга. Че, все? Остальное мне пока не нужно. Так, теперь че? 71 урон секунд. А че, почему красным-то горит? Есть оружие лучше или что? 79 урон в секунду. Клинок охраны. Или что? Наверное, в своем классе хуже, да? Получается, если красный-то. Сравнить. С чем можно сравнить-то? Ну да.
У меня есть автомат. Я его улучшил. Все отлично. Ну давай, кстати, вот так вот сейчас сделаем. Пестик какой есть. Легкое оружие. Пестик мы улучшали, по-моему, нет? Нет, не улучшал я. Урон 21. Тут урон-то 37. 20. Не, я лучше тогда это оставлю. Так, ты у нас с чем тут ходишь? Давайте кому-нибудь клинок вот этот дам. Вот. Ты с этим, и викарий. Нет, с плазменной ты не пойдешь. Хотя ладно, оставайся с плазменной. Погнали. Что-то у нас тут капрал Леонард Уиллер. Удостоверение личности. Капитан Хортон? Прошу прощения, придется испортить вам настроение. За каким хером? Суть по записи на корабле пометка коллеги. Ваш корабль будет задержан, пока они ее не снимут. Да мы не так давно выбрали с Эджвотер, чтобы попасть к вам. Просто прелесть, капитан делает что-то не то, чтобы разозлить коллеги. Держитесь, это не конец света, наверное. Как исправить? Вам стоит поговорить с Удомом Бетфордом, представителем коллеги на первопроходце. Его офис находится со звездной стороны променадца. Сверкает как шкаф из Византии, сразу видите. Чем задержали корабль? Доступ не в моей должности, трижды доказывается от повышения, чтобы так и оставался. Нельзя об этом говорить, но ладно. Вот скажем, задержание кораблей. Такое редко случается. Коллеги знают, что мы плохо реагируем, когда они лезут в наши дела. Если мне нужно будет угадать причину, наверное, вы разозлили кого-то важного. Ладно. Если выбить из него дурь, я жаловаться не стану. Если вы там отправляетесь, не окажет мне одну услугу. Ну-ка. Найдите в медотсеке Ванду Дорсет. Скажите ей, что груз пока не доставлен. Что скоро его не доставят, я буду очень благодарен, если она отцепится от меня. Ее груз. Несколько Сэмов. Больше ничего не знаю. Я перестал слушать, когда она разоралась. Большое спасибо. Так. Могу еще чем-то помочь. Так, Алексус Любимов, прошу прощения, интернет вылетел. Какой из игровых проектов вам больше всего понравился и запомнился лично мне, учитывая Fallout, Insomnia, The Ark? Блин, я даже, по-моему, не слышал. Из игровых... Ой, игр очень много. Я вообще очень люблю... Ну, экшен, само собой. Вот Doom Eternal недавно прошел, мне очень понравился. Люблю всякие тайкуны, люблю стратегии. Да и... Автосимуляторы люблю. Ну, как аркадные симуляторы, не хардкорные. В принципе, я такой достаточно всеядный в плане игр. Люблю, ну, тайкуны, вот, например, очень люблю. Тайкун прям одна из тоже из моих... Не скажу, что это прям мой любимый жанр, но... Люблю. Помню в свое время на Сеге Темы Парк играл очень много. Если кто-нибудь там олдфаги каким-то не знает, о чем я говорю. Классная игра. Это там парк развлечений. Строить и развивать его. Так, я ищу Глэдис, да. Скупщицу. Она в Отдохни Вали на левой стороне променада. Только ходите к ней на пустой желудок. Накормит, что ли? Найти работу. Удом Бетфорд. Достаточно дружелюбный, если при нем не ругать коллеги. Важно понимать, что на первый проход всем плевать. Но человек коллеги, ее представитель здесь. Очень любит сериал, может даже слишком. Немного странный тип. Сериалы. Что плохого в сериалах, они забавные. Удом довел это до нездорового уровня. Первопроходцы и коллегиям есть какие-то трения. Вы заметили, да?
Ну что тут сказать, мы очень чувствительные. Коллеги не терпят наш независимый дух, в особенности, когда он ей по прибыли бьет. Через час проходят все межзвездные грузовики. Через нас, блин. Мы с каждого снимем небольшую плату. Так, коллеги ненавидят нашу свободу, но она просто знает, что мы можем в любой остановить их грузопоток. В любой остановить их грузопоток. Момент тут, наверное, пропущенный. Коллегия боится. Порос, почему не могут работать сообща? Точно не создают межзвездных грузовиков. С коллегией нельзя работать. Они ничем не делятся. Ни битыми людьми, ни ресурсами. Вы работаете на них, либо не работаете вообще. Что это их, гадов, пугает. Продолжим на них давить. Все дело в шатком равновесии. Мы можем отозвать разрешение на стыковках кораблей, но что тогда? У них есть крейсера, канонерки, подсобные корабли. Если будем давить на них слишком сильно, они просто решат, что просить разнести нас на куски или построить собственный первопроходец и сделают нас ненужными. Коллеги такого не сделает, правда? Коллеги нужны, чтобы поддерживать порядок в колонии. Они считают, что имеют право командовать вами, но ведь вы разрешаете им делать это. Это очень сложный путь, конечно, но мы справляемся пока что. Коллеги управляют большей частью системы. Проходит единственный независимый порт. Кроме нас тут только наемники, вольные шахтеры. Становится все больше печальных отсеков. В этом году вольных совсем мало. Так, конечно. Хорош. Mass Effect мне тоже очень понравился. А, вот еще одна из очень крутых игр Detroit Become Human, которая недавно на ПК вышла. Тоже прям очень классно. Вот вообще люблю такие игры. Рядовой Лифлос, комендант Санита. Что с ним побазарить можно? Не видел нас тут раньше. Что он может помочь службе безопасности? А ты что скажешь? У вас морпеха не для отдыха или бродяжничества. Давай посмотрим что-нибудь. Есть кое-что для вас, капитан Гуннар Макрот. Всего 26 часов. С начала розыска не с момента преступления. Среди несколько эпизодов полетов, состояние опьянения, пронос открытых емкостей, отказ оплатить пошлину, сопротивление аресту, падение на 2 должностных лиц. Кувырки в воздухе, потом рухнул на причал. Пролил фиолетовую спектральную водку Рица на Хартли, что особенно возмутительно. Нам не разрешать ничего выше зеленый. Где его искать? Видели на Затоне. Интересует наград, тогда придется побегать. Давай возьмемся. Кроме вас, туда еще 6 отправились. Рано или поздно кто-нибудь принесет мне голову Макреда или его любимую зажигалку в качестве доказательства смерти. Мне что вам в охоте повезет, удачи и большой скорости скачков. Сега для меня уже стал настоящей реликвией, учитывая, сколько часов в нее было потрачено. До сих пор не могу пройти уровень с мотоциклами в лягушках. А, Battletoads-то? Не, я проходил всю игру проходил. Ну, там на самом деле дело в упорстве просто. Цель задания находится в закрытой зоне, если вас обнаружат, то по вам откроют огонь. С помощью маскировки вы сможете избежать немедленного конфликта. Окей. Так, что у нас тут с верстаком? Модифицировать. Что можно модифицировать с винтовкой? Подствольник и подствольник, да? Прицел. Магазин, вернее, размер магазин плюс 50, то есть был 2, стал 3.
Прицел в яблочко. Гироприцел. Давай вот это установим. А, уже установлено, да? Или... Да. Так, что у нас здесь? Гранатомет. А с ним у нас что? Ствол, модификация дальнего боя, ствол вечно носимый критический урон. Ну, это нам надо. Чё бы нет-то. Тип урон электрический. Ладно, оставим как есть. С этим что-то можно сделать? Блин, я бы убойную силу бы повысил. Не, у моего, наверное же, ничего не получится сделать. Работать. Урон. Вы хотите поработать? Да. Еще урон. Давай поработаем. Тут тоже урон, тоже поработаем. Деньги у нас до хера. Так, это наше, да? Тут можно поработать. Ты смотри, как классно. Девять, 10, 7, 8. Стоп. 10, 9. Наука технология плюс 5. Навыки общения плюс 5. Давай заменим тогда. Давайте заменим тебе шмотье. Я-то думал, блин, что это нихера не броня. А навык общения плюс 5 это нужно. Пойдем. Команда грузчиков. Так, нам туда либо туда. Куда пойдем? Суден Бертфорд. Пойдем к Кудому Бетфорду. Так, это кто? О, сюда пошли. Алексус Лиминов. А какие у тебя еще консоли были? Только Sega? Нет, Sega у меня была первой консолью. Так, это вообще что такое? Рекламный дрон. Не, нам рекламный дрон не надо. Ты тоже морпех. У меня еще был компьютер Spectrum 64. Какой страшный голос у этой тетки. Пошли. Че тут? Bells Shells. А ты че? Не, красть не будем. Могу показать вам полную линейку модификации оружия. Давай. Ждете ли вы какой-либо проект? Лично я не дождусь NKZ. Еще одного интересного RPG. NKZ. Не слышал. Чего я жду? Ну, конечно же, Киберпанк 2077 я жду. Это что же RPG? Да, Киберпанк жду. Очень хочу поиграть. Что еще? Блин, даже не знаю, что еще из такого-то должно выйти. С каких-нибудь... Ну, там ремастер, кстати, Мафии хочу поиграть. Первый ремастер. И обещали ремастер Mass Effect. Не знаю, конечно, что там будет, первый Mass Effect. Но тоже бы хотелось посмотреть. А так, пока вот так вот навскидку. Даже не знаю, наверное, больше пока ничего. Ну, возможно, если так поковырять, посмотреть даты выхода игр всяких, то, возможно, что-то появится. Для меня интересно еще. Угу.
команда грузовика. Что за команда? Грузчик, грузчик. Так, нам куда? Наверх, вниз. Тут вообще что? Ого, закрыто, закрыто. Что они делают своими отходами? О, это мусорка. Чем мы пришли? Пойдемте отсюда. Персонаж напомнил прикол вилкой в класс. Ну да. О, аптечка. Там, наверное, какие-то лекарства или медикаменты будут. Так, а тут у нас что? Общественный терминал. Сообщение доступ администратора. Давай прочитаем, может быть, что-то. Может быть, что-то зафиксировано в протоколе. Ого. Меня могут накрыть. Типа то, что я залез, да? Ну пошли. Удем Бетфорд. Коллеги организованы эффективно, компетентны почти всегда. Ну давай. Шерлок Холмс, блин. Что вы придете, вы, наверное, капитан Безнадежного. Который управлял Алекс Хортон. А вы точно не он. С моим любимым наемником неряхой что-то случилось? Мёд. О нет, это ужасно, мой дорогой друг. За что ж такое наказание, словно в каком-то кошмаре? Алекс, а сколько наших споров осталось неоконченными? Какие у вас были отношения? Он был моим лучшим другом, единственным другом. У вас есть его корабль, вы должны знать. У меня есть фотография, где мы на променаде, где я его обнимаю, он морщится. На тумбочку у кровати стоит, у него тоже. Давай соврем. Очень на него похоже, такой сентиментальный. Скажите, как он погиб? Покушение военной капсулы. Какой кошмар, ну как? Нет, впрочем, я не хочу знать кровавых подробностей. Так, повторюсь, мне очень жаль, может вернемся к основной теме, да. Вам приходится бывать в интересных местах, совершенно новых, потрясающих. Вот я снял метку с вашего корабля. Извиняюсь за возникшие неудобства, но пока вы еще здесь... Алекс обещал мне рассказать, где прячется Финиас Уэллс. Уверен, вы видели в объявлении в его розыске. Алекс не говорил вам, где Уэллс? Ни единого слова. Он же террорист, вор, безумец. Колония только выиграет, если мы остановим его. Ну, Алекс знал или говорил, что знал о вас, теперь его корабль. Может, он там оставил какие-то записи или прям на прикроватном столике дневник лежит. Блин, сказать мне? Давай. Что? Безумный ученый, который разыскивает коллегия. Так, если вы знаете, где он, потрясающе. Подобное задержание очень сильно поможет моей карьере. Я отправлю вас напрямую к моему начальству в Византии, только закона нет. Что? Мне нужны деньги, много денег и быстро, таково обстоятельства. Кажется, заложил свою печать коллегии в Глейс на черном рынке. Без нее не смогу оформить документ, который ему понадобится, чтобы сдать Финиаса. Если уклониться от верной дороги, то можно получить надежное место в тюрьме строгого режима. Отдать нечто настолько важное, наверное, на то имелись серьезные причины. Спасибо, что не сомневаюсь в моих мотивах, госпожа. Это была ошибка, я постараюсь ее не повторять. Я не могу настолько важные вещи оставить в руках какого-то персонажа. Я собирался ее выкупить, заработав достаточно денег. Хотите передать Финиаса? Придется забрать у него мою печать.
Это если в общих чертах. Спасибо, я уверен, что Глэдис сможет заставить, но верно, ее может заставить одуматься. Я буду с нетерпением ждать вашего возвращения. Могу ли я как-то вам помочь? Как мне добраться до Stellar Bay? Кто захочет попасть в кислотную яму? То есть нет, нет, решить нет, никак нет, исключено. Лучше все четко проговорить. Что там запертая дверь? Какая-то высшего класса. Для Роквелла. Часто ли он бывает? Ни разу не появлялся. Кто это такой вообще? Основным посольством коллегии, а закон обязывает нас в каждом таком заведении помещении на случай визита председателя. Окей. Все. Так, я понимаю, что это неуместный вопрос в наше время. Сейчас надо спросить, что я жду от завтрашнего дня. Ну, конкретно от завтрашнего я ничего не жду. Завтрашний день у меня пройдет как обычно. Буду работать и так далее. А вообще, я жду, что все-таки коронавирус уйдет и все начнет работать. Люди станут чуть-чуть лучше. Будут заботиться, как там хотя бы немножко будут заботиться друг о друге, задумываться о будущем. И о том, что вот такая вот штука может случиться со всеми, и человечество может... Ну, человечество может сильно сократиться в численности. Конечно, надеюсь, что это не так, что... Что все-таки пройдет это все. Это Гейблер. Ты что такое? Голодный? А это не она? На продажу. Так, нам надо куда идти? Слышали вы о Руинер? Если когда-то играли в Hotline Miami, то, скорее всего, получили удовольствие от прохождения этой зубодробительного экшен. Советую пройти. Зубодробительный экшен. Hotline Miami. Hotline Miami не играл. Про Руинер я слышал. Зубодробительный экшен. А что в том понятии зубодробительный экшен? Ну, для меня зубодробительный экшен это, например, Doom. Это да. Это зубодробительный. Так, сгладись на первопроходце. Хочешь, чтобы вы связались с Глэдис, скупщицей на черном рынке первопроходца. Ну пойдем к Глэдис. Так, 85 метров. Блин, не заблудиться в этот. Че, аптека, что ли? Типа. Вот она. Космик. С нами новости Алкиона. Опа-на. Мы нашли тебя. Вот дела, кто-то незнакомый стучит в дверь бедной старушки. С какой-то целью пришли. Сахарное печенье без использования натуральных ингредиентов. Нави ключ, Stellar Bay. Это строго незаконная вещь, с тех пор как Stellar Bay рассорился с коллегией. Нас с вами могут выбросить в вакуум. Только за то, что мы это подробно обсуждаем. К счастью для нас, первопроходит свободный порт. Коллеги нас не контролируют, во всяком случае пока. У меня только один Нави ключ. Теперь их достать очень непросто. Так что это будет дорогая покупка, если битов у вас маловато. Могу предложить тебе... А, биты это деньги.
Расскажите мне про интересный вариант. Мне нужен капитан с некоторой гибкостью моральных норм, пойдет на поиск первопроходцу. Какая еще есть работа? Обсудить познакомиться с Юнилей Теннисом, старший. Пытается справиться с этой ужасной жарой, от которой мы страдаем. Она всегда в инженерном отсеке всегда работает. Я бы сказал, что она очень милая, ведь закон меня сочтут лгуней. Свою печать коллеги, можно вас ее выкупить. Что с этим собираетесь сделать? Отдать владельцу. У вас доброе сердце, раз хотите сделать это ради него. Если честно, меня утомил Метеудом. Пожалуйста, не убивайте меня, он сплачу честное слово. Мне писал 4-5 раз в день. Как женщина должна читать почту, если у нее вся папка ходящая забит такой ерундой? Как вам удобнее? Блин, выкупить не получится, да? Медийный чайничек. Отлично борется на руках, но сглоится и не сравнится. Че, уровень, что ли? Блин, у тебя какое-нибудь оружие есть? Конфеты какие-то. Короче, всякий хлам. 8 уровень. Так, не думаю, что люди осмыслят происходящее. Возможно, я не прав. Но скольким людям пришлось пострадать от вируса, чтобы люди научились мыть руки. Да дело не только в мытье рук. Ну, как я думаю, дело в том, что реально очень неизвестная болезнь, мутировавшая. Вот. Ведь подумай сам, у нас очень много всяких происходит процессов. Вот, то есть, допустим, одно химическое соединение смешиваешь с другим, появляется какая-то реакция. Вот, и возможно в результате какого-то соединения, там же крови животного, там или что-то, вот и произошел этот коронавирус, укусил человека, заразил его. Вот, просто вот ты вроде сидишь дома, да, ходишь на работу каждый день, строишь планы, а тут бабах, и все. Ведь есть опасная группа риска, там диабетики, всякие люди с сердечной недостаточностью и так далее, старики. Вот. И говорю, ты строил план на будущее какие-нибудь, а тебе эти планы вот прям перекрывают и все. Да, я, конечно, понимаю, никто не застрахован, но просто есть единичные случаи, когда там попадает кто-то в аварию, да, или там, не знаю, ну, не будем об этом. То есть есть единичный случай, когда случайность там произошла с одним человеком или там с какой-нибудь группой людей, там, допустим, да, когда там какой-нибудь дом взорвался, это одно, а когда по всему миру вот так вот люди гибнут, ни в чем не виноватые причем. Вот, когда реально очень много, и они ничего не могут с этим сделать, да, понимаешь? Если вот, допустим, чтобы тебя не сбила машина, можно не выходить или переходить правильно, не выходить на улицу, да, то есть здесь, не знаю, мне кажется, даже дом тебя никто не спасет. Придет какой-нибудь почтальон, оставит тебе счет, ну, зараженный почтальон оставит тебе конверт, в почтовом ящике ты его возьмешь и не помоешь руки, заразишься. Ну, как бы вот такая схема. И понимаешь, ты не знаешь, откуда ее ждать, эту беду. Вот в чем вопрос. Это очень страшно. Зубодробительно использовал для усиления эффекта вау в описании игры, легко намекал на то, что желал увидеть данный проект на вашем канале. Руинер. Ну, посмотрю, что это. Я тоже не про мытью, а про ответственность. Недавно слышнулся о том, что больной вирусом сбежал с больницы. О, это вообще кошмар. Но ведь, если ты убежал, кто тебе поможет, кроме как в больнице? Я вот этого не понимаю. Кто тебе поможет? Вот действительно, ты сбежал.
От кого? От чего? Что ты планируешь дальше делать? Вылечиться с дома таблетками? Не получится. Так. Я думаю, надо все-таки нам... Вот так. Способности, навыки. Применяем. Так, способности. Грузоподъемность увеличена. Так, что у нас есть? Скорость перезарядки. Тактического замедления времени. Опыт за убийство напарниками. А давай, кстати, возьмем. А чё бы нет? Они тут ничего у них не вышло. Нет. С интересными благодарю, мне тоже страшно, но больше не за себя. Да вот, как бы да, не за себя, а за родственников, за друзей. Потому что, например, у меня сестра не очень в это верит. Ходит гулять постоянно, отпускает ребенка одного. Вот. И мало ли вот, что так действительно произойдет. Так, ладно, нам надо идти. Купите новый ключ с ЛСБ у Гладис. 10 тысяч битов. Да блин, у меня столько нет. Тут что? Верните печать. 8 тысяч битов. Мощные задания. Капитан Макреда. В Затоне, да, на страже здоровья. Местный врач. Уже довольно долго партия ждет, да? Поговорить с доктором Ванной Дорс в медотсеке. Пойдем в медотсек. Где медотсек? Сюда нам, походу. Are you listening to me, Emfuru? You can't keep me out of there. Please don't make a scene, Dr. Fenhill. Вот она. I am not making a scene. Я не устраиваю сцену. Что случилось-то? Sorry. Am I causing Прошу a прощения, scene? устраиваю сцену. See, Видишь, Emfuru? Мух, в этой We could неловкости have может avoided all благодарить, this если бы ты просто unpleasantness if позволил you мне just let me поговорить с talk to Джесси. Jesse in the first place. Let me get one thing Давайте straight. кое-что просим, мы Jesse с and I are Джесси not не friends. друзья. I Я just просто owe ей her, okay? должна. As for the rest, I'm trying to figure that Просто out. пытаюсь это All I know выяснить. is that Факт, she's что она been here лежит здесь too слишком long, and долго, she's почему-то apparently not не receiving принимает visitors. посетителей. Be my guest. На здоровье, If you ты know знаешь, об something I общении с don't больничным about dealing with бюрократом больше hospital меня будет bureaucracy, потрясена. I'll be impressed. Пойдем. Кто еще сидит на стриме, кто этот молчун? Возможно, он не любит разговаривать. Блин, а с хера ли ты куришь-то здесь? Ты чё? Тут больные лежат, она стоит тут курит. Охереть, доктор, блин. Can't say I've seen you before. Мы не знакомы. I take it you're a Вы freighter, капитан Captain? грузовика. If you're here to better yourself, you'll have К to России wait. предположительно We're having сложности в spotted службе trouble with our доставки. delivery service. Уиллер говорит, что вас груз не прибудет в ближайшее время. He must be Он, referring to наверное, Irion. приирен. Думаю, I'm этот sure the дурак сам fool's нашел gotten himself неприятности into на another свою scrape. голову. I'm beginning to wonder if I'm ever gonna get my service mechanicals at Интересно, я this получу rate. когда-нибудь своих автоматонов. Что за Ирион? Our delivery Ваш man. доставщик. A brave idiot with a penchant for getting Но это himself за delayed. глупость, но обычно за Sometimes by разбойника. dates, usually by bandits. Surgery mostly. Сон для хирургии, Medical живых personnel медиков are на difficult первый to come проход by on сложно Groundbreaker. найти. Так, Keep hanging подождите-ка. around and I'll begin to think you're here for me. What can I do for you? В чем I'm дело? expecting our delivery fellow to stop through with medical supplies and service auto mechanicals. Name's Captain Irion. A brave idiot with a penchant for getting himself delayed. Так, подожди. Где тут подруг ты? Это кто?
Больной морпех. Карантин. Удостоверение морпеха. Закрытая область. Окей. Стреляет без предупреждения. Это она? Нет, это больной морпех просто. А как я туда могу попасть вообще? Че, придется антиуслугу оказать? Давай найдем этого капитана. Name's Captain Irion. A brave idiot with a penchant for getting himself delayed. I'd be grateful if you'd spare the time. Груз нам нужен был еще вчера. Надеть капитан Ирион на Сцилле. Блин, что, нам туда-сюда летать, что ли? Через скопление Хабна. Вот вы их наверное, там, наверное, целая прорва разбойников. О, разбойников это я люблю. Borderlands? Borderlands, это да. Хорошая вещь. А еще тут кадр Джесси. Я хочу видеть Джесси Дойл. Если про остальных моих пациентов спрашивают так же часто, скажу вам то, что сказал остальным. Да попроси напускать мне посетителей. Вы не сможете не вот сами с ней беседовали, она не мой пациент. Я уверен, что никто из моих сотрудников не станет подделывать записи, если вы на это намекаете. Короче, так просто не получится. Чё ж, пойдем? Что у нас тут еще можно сделать? Отличный город для кооператива. Да, четвером играть самое то. Мы вдвоем играли. Так, что тут на страже здоровья? На Сцилле. Что-то еще. Поговорите с Джесси. Возможно, получится у вас. Так, пустышка. Терминал безопасности. Угощай сапфирный. Представьте Парвати. Пойдем, Парвати. Представим. Куда идти? Туда. А то как что-то этих Borderlands понавыпускали. И вторую часть, и пресиквел какой-то. Третья вот. Фильм, кстати, собрались делать. По этой игре. И что, мне туда не попасть, что ли? Так, стоп, карта. Сюда, наверное, да? Вот она. Ох, как тебя. С какой-то трубы-то вылезла. Если капитан, уважаемый, называет меня старшей. Не против формального знакомства, но первопроходцы редко бывают гости. Ужасный бардак, но это мой бардак. Командую всем на корабле. Вся моя семья. Во время вашего визита никаких проблем не будет. Конечно. Отлично. Постарайтесь не создавать проблем, тогда у вас не будет. Такой порядок меня вполне устраивает. Что привело вас на первопроходец? Мне интересно, несмотря на то, что в 9 случаях из 10 люди говорят, да я тут проездом. Блин, а как же мне с ней? Ну, монарх. Любопытно. Власть создает монарху уродливый облик. Там чудовище все такое. Может, кто-нибудь на променаде поможет вам достать оружие, подходящее для этой работы. Мы видим поток знакомых, которые то прибывают, то отбывают. Обычно это шпионы.
Очень непростых условий для чужака в новой часть, так что добро пожаловать. What? I didn't think you just... Parvati, is it? Парвати очень милое имя, что им могу помочь? What can I do for you? I was just thinking, Просто потому, что у меня недостаточно опыта, чтобы работать на настоящих космических кораблях. real spaceships, Miss Junlei. Chief Junlei. Junlei is fine. Зачем все эти формальности порвать? Okay. Поскольку тебе приходится управлять целой космической станцией, может, ты сможешь мне чему-нибудь научить? Я могу тебе позже написать, можно? Teach me some things. I could message you later, maybe? I'd be happy to make the time, Конечно, порвать Parvati. любые вопросы. You can ask me anything. Wow, great. Здорово, спасибо, так и сделал сообщение. Потом, о, у вас тоже красивое имя. Нужно было сказать, простите, мне нравится, честно, извините. Sorry. I like it. Honest. Sorry. Couldn't have done it without Мне your бы ничего не rules. получилось без вашей поддержки, капитан. Now, if there's nothing else, А теперь, there are если other нет parts of the возражения, я ship должна that need my заняться attention. кораблем. Он не может быть без внимания. Ладно, пойдем. Ну что, ты довольна? That Chief Junlei Старший sure день seems классно fun, выглядит, huh? да? Well, Не думал, I что didn't она кажется expect it to такой be so высокой, tall. а руки такие And did you большие. see the size of her arms? Ты что, в нее втюрил, что ли? Just took off Просто guard, that's all. растерялся. I never met another engineer Встречаю before who инженер, was который that. не мой отец. Did you see how everybody on Groundbreaker listens to Junlei? She's Видели, just... как на here's первый проход Isaac. прислушался к Юнле, так она этому чинит все так. Так, She's calm and knows пожалуй, я what to пойду do. спать, жаль, не могу провести еще время. Большое спасибо. Стрим, желаю вам всего самого хорошего, главное здоровья. Лайк поставлен, комментарий написал, подписка этого. О, Алексус Люминов, спасибо. Спасибо за подписочку, за лайк. Все правильно сделал, как говорится в одной известной рекламе. Спокойной ночи. Жаль, у меня анимация что-то не работает. В следующем стриме обязательно починю все. Так, что, пойдем? С вами новости Алкиона. Оффери должен был выйти в финал чемпионата по тасболу. Ладно, тасбол нам не интересен. Так, с этим разобрались. Пойдем теперь по делам священника. Так, пустышка. Надеть терминал безопасности на первопроходца. Но в принципе мы его нашли уже. Правильно? Мы же нашли там какой-то терминал. Последние пользователи: Ояма, Эверсон, Калахан. Жара. А что тут с жарой? Ладно, жара так жара. Пойдем к терминалу. Блин, тут столько всего, тут исследовать и исследовать. Это что такое? Удостоверение морпеха. Нашли катер с удостоверением, который может использовать в паре с голографическим плащом. Теперь вы автоматически замаскируетесь, войдя в соответствующую закрытую... О, это хорошо. Это отлично. Мы можем, кстати, попробовать зайти. Куда идти-то мне? Сюда? Ну-ка, что у нас тут? Ничего, да? Ну, кстати, вот это не зря тут сделано.
что-то же это значит. Так, мы сюда приперлись. И чё? Блин. Там какая-то закрытая зона. И чё тут у нас? Ого. Тут кто-то жил. Походу не дожил. Офигеть. Ладно, погнали. Тут что у нас есть? Наверняка что-нибудь интересное. Плазменная винтовка. Тут что? Забрали. Так, отлично. Короче, пойдем к морпехам. Он отсюда ушел, да? Так, а их что, оставить тут как-то можно ведь, да? Я же могу им как-то же сказать. ZXCV. Okay. Что, они со мной пойдут потом, если что? Нет. Так, как ее голограммой-то этой пользоваться? Значит, надо разобраться. Где оно? И как оно работает? Голографический плащ. Его типа одеть надо или что? Что с ним делать-то? Смотреть. Может, какая-то кнопка нужна? В голографическом плаще. Ну-ка, пойдем посмотрим. Настройки. Управление. Ингалятор. Сохранение, загрузка. Блин, а тут ничего нет. Атака напарника. Тактическое замедление времени. Быстрый ближний бой. Прицел блок. Нет. Так, как его использовать-то? Плащ. Нажать, может, надо на что-то? Нет. Эффектной маскировкой.
Так, голографический плащ. Считывает биометрические данные. Так что мне делать с ним? Что мне с ним делать? Классная вещь, конечно. Так. Надо посмотреть. Тут был где-то кодекс. Дневник. Вот. Оружие, броня. Снова. Где голографический плащ? Вот он. Завесу. Искать с соответствующим удостоверением. Закрытый зон. Доступ только для местных сотрудников. Их разрешено убивать на месте. Секунду. Так. Я сюда не пройду, типа, да? Ну а как плащом-то пользоваться? Я так и не понял. Закрытая область. Избежать немедленного конфликта. Оружие и броня. Так. Снова движение. Такс. Слежение заданий. Снаряжение. Кран торговцев. Может быть, надо верстак или что? Что значит скрытность? Скрытая атака. Вставник в замок стреляет без предупреждения. Закрытая зона. Спой. Теперь автоматически замаскируется, войдя в соответствие закрытую зону. Автоматически замаскируюсь. Автоматически замаскируюсь. И как же я тут автоматически замаскируюсь? Ну, давай сохранимся. На всякий, как говорится, пожарный. Раз я автоматически замаскируюсь. Вот. Голографическая маскировка включена. Активирован. Временный доступ. Движение тратит энергию плаща. Когда шкала плаща опустит, персонаж двинется к вам, чтобы вмешаться. Можете решить дело словами, чтобы вновь включить плащ, но повторные допросы будут куда сложнее. Куда нам идти? Сюда, типа? Семь метров. Блин. Как мне тут? Черт бы вас побрал.
как мне дойти-то? Легкие боеприпасы. Состояние морпеха. Папиросы. Обруч. Что все позволяете? Запугивание, убеждение. Ложь, ничего не позволяю. Запугивание. Запугивание, может? Отлично. Что делать-то теперь? Три, а надо 5. Блин. Ну и что делать-то? Запечатано. Черт, пошли отсюда, раз не можем сюда зайти. Так. Зайти мы сюда, по идее, не можем. Задание. Пустышка. Терминал безопасности. В закрытой зоне. Короче, нужны 5 штучек. Давай-ка разберем. Детали для оружия. Нет. Пойдем, короче, в магазин. Где тут можно в магазин купить? Торговец, торговый автомат сзади. Тут, да? Вот она. Так, купить. Сейчас скажет теперь, что не продает. Ну почему не продает-то? Доступ к нему ограничен. А почему? Не разрешено, типа, что ли? Твари. Придется. О чем мы это можем сказать? С ним ничего, короче, не решили. Так, тогда надо нам найти... Что нам надо найти? Казарма. Так, нам нужны... Нам нужны магазины. Чем торгуешь, друг? Так, конечно, такой же рен. Пиво. Блин, можешь побыстрее разговаривать? Вкус свободы. Ну давай. Вы не вышли из одного общественных терминалов. Так и было задумано. Что у тебя на продаже есть? Блин. Ну почему? У тебя что есть? Нет, сюда мы точно не придем. Пока.
отдохни и вали. Sorry. Нам нужна, короче, магнитик или что там. Столовка, кажись. Ты у нас чем торгуешь? Оружием. Someone has got to talk with Chief Tennyson about the thermostat around here. Whew, ain't Покажи, что на продаже есть. Да чтоб тебя. Потырить, к сожалению, ничего нельзя. Жаль. Тут дыра, да? Мусорка. Может там что-нибудь есть? Вдруг. How about I stay up top? You know, keep watch, okay? Следить за всем. Смятая инструкция. Пистолет. Ожерелье. Обед какой-то замороженный. Какая неженка. Ну пошли, чё, раз тут ничего нет. Мне нужно поторговать. Разысковый дрон. Тут хавка. Блин, это, наверное, просто незаконная херня, я так понимаю. Хера себе. Тут столько ярусов еще. Япона, мать. Вот это вот мое уважение разработчикам. Он наверняка здесь можно что-нибудь найти. Чё, кто? What do you think you're Что doing? все позволяете? Запугивание. Just don't make any trouble for me, okay? Отлично, запугивание работает. Нет, хорошо, что мы этого взяли, который запугивание делает. Прям отлично. Подожди-ка. А почему нельзя разобрать детали для брони? Пойдем, короче, сходим до этой херни. У нас же теперь все хватает. Как бы. А раз все хватает, значит пойдем взломаем. Не, ну, то, что прям убеждение работает, это прекрасно. Плащ. Нам сюда. 30-35 из 5. Охренеть. Sit down. There it is. Just yank the drive and out. Хватайте диск, я займусь остальным. Какой диск? Извлечь картридж с журналом стыковок. Конфискованные товары, отчеты безопасности. Дать картридж данную викарию Максу. Now that we have the data cartridge, I can finally find out where that Наконец смогу выяснить, где обитает мой ученый. Пойдем-ка отсюда пока. Пока нас тут не засекли. И там я тебе потом все отдам. Так. Нашел его, зовут Реджинальд Чейни. Сейчас он в команде Субсвет Утиль. Разбирает обломки кораблей. Единственное ее имя не значится в списке экипажа. На обратном пути, может, высадился в неудачном месте.
А, да, вот, в Фолбруке, это на Монархии, есть жилье, снятое на ту же бит-карточку, которую он купил вместе на том корабле. Как и сам догадался, где лучше всего залезть, чтобы не попадать властям на глаза. О, ничего такого, наверное, я и сам не очень-то верил, что мы сможем его найти. Идея была слишком смелая. Согласен, что успех был маловероятен, но когда ты часами размышляешь о секретах Вселенной, развивается своеобразное чутье. Так, отлично, с этим разобрались. Еще что-нибудь тут есть из нас? Вы следите? Вините безнадежно, спросите, порвайте про... Так, окей, на страже здоровья. Ирион на сциле. Кто идет? Поймайте ведь капитана Макреда. Худший контакт. Поговорите с Джесси. А пойдем поговорим с Джесси. А чё бы нет? Пошли. Попробуем. Так. Так. Погнали. Так, голографический плащ у нас есть теперь. Ага. Пошли. Уверен, что это безопасно. Изучать от заразной болезни. Но мы вылечимся, не переживай. Если я вас говорю, слышь, оставь меня в покое. Вы, Коновал, недоделанный, в курсе, кто покойного восстановления означает не беспокоить или нет? Я прислала Элли. Что? Почему? Все в порядке. У нас все хорошо. Ей не стоит забивать свою прелестную головку мыслями обо мне. Запугивание? Может было тогда, что он просто за мной вышибал. Я проклинаю тот день, когда мне угрозилось спасти эту еще шкуру. Сам этого не желая, я обрела другу в лице кровожадной ищейки. Ну ладно, можем обсудить, как зосы замысящие люди. Похоже, мне придется что-то предпринять, пока Элли не растрепала бы мне каждому встречному. Ну? Честно говоря, я не больна. Но если ты хоть кому-нибудь об этом расскажешь, я буду все отрицать до последнего вздоха. Ты же ведь не с коллегией. Я им должна много. Я всего пропустил пару выплат. Да, заметь, что меня кто-то преследует. Так что я копалась здесь и залегла на дно. Что ты натворила? Нет, я ничего не делал, послушный житель этого корабля. Поэтому скрываешься. Думаю, извини, но я в состоянии отличить наемного убийцу. В моем деле этот навык нарабатывается в первую неделю. Если, конечно, хочешь жить. Ладно, так и быть, расскажи, если ты впрямь мне поможешь. Я вор, специализируюсь на высоких технологиях и предметах с исторической ценностью.
3 недели назад до меня дошел слух, что кровавую слезу, принадлежащую девице из богатой семьи, первый за 70 лет попался людям на глаза. Думаешь, я прятался тогда в медотсеке? Я собирался его украсть, договорился о сделке. Половину он заплатил авансом. Скажем так, все пошло наперекосяк в тот момент, когда я взяла бриллиант в руки, он рассыпался в пыль. Включая 2 ноги, унесла деньги, вот дома уже потратила. Просил помочь. На станции коллеги представляет Уда Бетфорд. Он точно скажет, чего они от меня ждут. Если у тебя получится все уладить, я вот должен тебе еще больше, чем Элли должна мне. Я поговорю с ним. Спасибо. Ты настоящий друг. Это Элли тебя послала. Окей. Пойдем отсюда. Все, голографический плащ нам больше не нужен. Стой, этой же надо что-то сказать. Она задолжала. Я все уложу. Удачи, коллеги, на променаде. Прямо перед инженерным отсеком. Ты его не пропустишь. Так. Лучший контакт, да? Убить Удом Бетфорда. Простить долги Джесси. Нам сначала его надо оказать услугу. Так, чё, полетели тогда? Да, полетели. Капитана Макреда. Погнали. Так, а мы можем? Так, стыковочный отсек. Внутреннее помещение. Погнали. Так, мы на корабле у себя, да? Отлично. Куда летим? Затон. Сцилла, Монарх, Гефест, Терра. А где Затон-то? Терра 2. Иридон, Сцилла. Стоп. Затон, Затон. А что это за Затон? В Затоне. Блин. В Затоне, оказывается. Да у меня больше некого брать. А Затон это может какое-то заведение? Ну я думал, это планета. Чё ж, полетели тогда. Пошли сюда. Быстренько переместимся. А, вот, Затон. Капитан Макред. Гость сверху, это наш королевство. Остановись, если не желаете общаться с королем. С тобой можно побазарить? Смотрите, как шкварчит на гриле этот замечательный кусочек мяса. Ты уверен? Пора подбросить дровишек. Ничего личного, честно. Вот так выглядит отравление угарным газом. Кажется, на этой палубе очень плохая вентиляция. Кстати говоря, не хочу погибнуть тут от руки безумца, играющего с огнем. Вы прибыли с командой. Добро пожаловать. У меня много места, но вот капитан может быть только один. Так.
Убеждение 40, запугивание 40. Просто исследую корабль, вот это место попалось. Входит в мой дворец без приглашения, гость сверху сидит, здесь нечего, то пора разжигать гриль. Никто не смеет поворачивать ко мне спиной, пока я правлю. Взять его, ребята. Черт. Чё, где этот хер? Ну, договориться с ним не получилось. Что ж. Что тут у нас? Корзина. Мы возьмем боеприпасов. Каждого оберем сейчас. О, еще тут эти. Блин, это их столько тут трупов валяется, ведь мы их всех тут поубивали. Блин, я все думал, что это за биты какие-то, биты. Спокойно, викарий. Мы ж тут по делу. Мы же не просто так пришли. Мы же не просто так пришли. Дрон. Засранцы. И чё вам не сиделось спокойно? А, ребята? Чё вам спокойно не сиделось? Так, заметки младшего миколога. Макрет только что сжег человек за то, что тот шнурки не завязал. Нужно быть осторожнее с тем, что я выращиваю. Пора экспериментировать. Понятно, кто тут выращивал грибы. Главарь банды. Что такое? Плазменный резак. Это, наверное, хорошая вещь. Так, что, пойдем отсюда? Все забираем. Сейчас еще на ту сторону сходим. Вот там еще наверху что-то есть. Так, а тут... Там бандиты какие-то ходят у нас тут. Опа-на. Кто где? Ух ты. Лежать.
тут никого. Так, ладно. Боеприпасы. Еще боеприпасы. Бандит, бандит. Пошли отсюда. Мы пришли. Ух ты. Шарпанный автоматон. А это типа что, он на нас их может спустить? Быстрохват какой-то. Может его взорвать? Или не трогать лучше? Давайте, короче, пока трогать не будем. So cozy. Уютно? Да ладно. Короче, тут ничего пока больше нет. Пошли отсюда. Да, пошли. Этого хера мы убили. Променад первопроходца. Туды. Так. Кто нам его заказывал-то? Капитан этого. А не тут ли, кстати, на входе? Как продвигается охота? Если вы еще не убили Макры, то стоит его перед этим немного помучить. Только не расходитесь, негодник заслужит максимум легких побоев. Милосердного зажигалка. Очень жаль, но сердиться на вас я не буду. Зажигалки достаточно, чтобы оформить выплату. Штрафы будут закрыты. Правосудие свершится. Вот обещанная награда, отлично поработали. Я смогу привлечь больше таких способных охотников, как вы. О, новый уровень. Это хорошо. Так, нам нужно что? Убеждение, ложь, запугивание. 50. Ага. Длинноствольное тяжелое оружие. Так, а мы вообще чем тут пользуемся? Длинноствол. У нас длинноствол, окей. Длинноствол, урон плюс 20%. Так, все. Это пока все, что мы сделали здесь. Так, взлом, вскрытие замков. Викарий Макс. Порвать. Взлом, Викарий Макс. Запугивание 30. Это Викарий. Так. А этот ничего не получили, что ли? Никакого уровня? Печально. Так, пойдем-ка сбросим весь хлам.
На страже здоровья. На Сцилле. Давай возвращаемся. Сейчас автомат все сгрузим. Всякое тут хламье. Ух ты. Вот это мы оставим. Длинноствольная. Так, пока вот эти все плазменные штуки. Энергетические патроны. Мотыга нам не нужна вообще. Урон. Плазменная винтовка Джак. Она типа модифицированная, что ли? Тяжелая легкая штурмовая винтовка. Не, надо все продавать. Не вижу смысла. О, кстати, шлем. Ну, давай с оружием разберемся. Значит, два магазина, два прицела с модификациями. Тоже с модификациями. Это голая штука. Так, ладно. Штурмовая винтовка. Давай мы с названием обратный фильтр. Продать хлам. Я продать, удержать Z, продать хлам. А что значит хлам продать? Так. Сравнить, осмотреть. Плазменный урон. Не, плазменный. Ставим пока. Ручной пулемет. Тоже пригодится. Вот эта вот всякая херня нам не нужна. Так, пистолет. У нас есть получше. 21, 37. Ошеломление. Значит, оставляем вот это вот. Вот это вот удаляем. Так, что у нас здесь? 4. Продаем. 9. 4 тоже продаем. Капсула. Я пока не знаю, для чего это все нужно. Я думаю, что нужно. Суставный привод. Так, что, пошли к себе? Че ты там не передумал, друг? Обещай мне внимание, просто хочу поближе смотреть твой корабль. Корабль у тебя потрясный, босс, что есть, то есть единственное. Меня на нем не хватает. Я очень рвусь. Дай мне шанс, я большего не прошу. Может, я стану лучшим помощником за всю твою жизнь. Чем ты мне пригодишься? Ну-ка. Hang on. I put together a little speech, just in case you asked. Hey there.
I'm Феликс Felix Милстоун Millstone. написал список I причин, have по которым prepared a тебе list of стоит нанять reasons меня why на I свой believe корабль. you should hire me to join the crew of your ship and or outlaw Продолжай. vessel. Firstly, Во-первых, I я am очень highly приветливый, personable, хорошо ложу со and I get всеми, у along well кого with не anyone who козлиный is not склад of the ума. jackass persuasion. Смешной. Sorry. He's funny. Secondly, Я надежен I can be перестрелки при counted on осаде in на the лёте. event Мой of девиз: a нужен меткий firefight, стрелок, тогда standoff, вам ко and мне. or raid. My motto is, if you need a steady gun hand, I'm your man. That motto is a it's a Над work in девизом я progress. еще работаю. Wow. Обалдеть, я уж думал состарюсь, а You так don't know этого how не long I've been услышу. waiting to hear that. Thanks, boss. Спасибо, You're not gonna босс, regret ты не this. пожалеешь. I'll just gather my Только personals and meet соберусь you и on board. сразу на корабль, все This будет is gonna be круто. great. You got a crew now, Теперь мы Felix. одна команда, Феликс. Но я так и знал, что этот чел пойдет к нам. Да по нем читалось, что не знал, чем заняться пацан. Так. Что там с этой Спарвати? Where are we headed today, Captain? The stars are the limit. Подожди, Парвати где? Make yourself at home, Captain. Минутку. Вот она. Hey, Captain. Капитан, Can I можно get your temperature ваше on мнение? something Это real quick? быстро. So, Так June вот, Lay мы and с I been Дюнье talking немного some переписывались. through Вот тут messages. у меня I сообщение got him на here on my Датападе. datapad, and well, И в общем, she sent me a она poem. прислала мне стих. Она One сама его she wrote написала, about я herself, I'm думаю. pretty sure. I don't know if I should Я read не знаю, into it. насколько глубоко вникать в Because poems are стихотворение, all ведь symbolic символично, in да? sense, Она right? не особо складная, но очень милая. It's not so good. Oh, law. Закон милосердия. That's what's got Это me меня и spooked. напугало, я не знаю, I как на don't самом rightly деле. know. It's about this Это engine про that's двигатель, shaking который itself сам apart. себя разрушает Then this lady вибрациями, потом mechanic comes приходит by женщина-механик и and кладет lays мне one в hand руку. on it. Проблема решается, goes двигатель away. поет. It sings. I don't want to get too Не хотел hopeful, but слишком радоваться, но подумал, I'm вдруг wondering она if это двигатель, maybe а я механик. she's Очень the романтичное engine and стихотворение, даже в груди I'm the какой-то... lady? It's a real romantic poem. Made my chest Идите вы hurt. в жопу. Yeah, okay. Deep breath. Maybe I Инстинкт just got a little надежно squished for a спросить. minute. But yeah, Не хочу there's other stuff лезть these в days. эти Thanks for the talk, лесбийские Captain. игры. I was real out of sorts. Теперь мне легче. I feel better now. Никаких лесбийских игр. Замучили вы своими этими херовинами. Так. Теперь, Феликс. Чем ты у нас тут занимаешься? 11 броня, да? Шлема нет. Так. Ты у нас... Убеждение, скрытность, скрытие замков. Средний смешанный нападение, дистанционный урон. Мини-дропик. Так, а с чем ты у нас вообще ходишь? Тяжелое оружие. Ну, это, кстати, хорошо. Двуручный, блин, нифига себе, что у тебя есть. Друган, да ты молодец. Что я тебе могу сказать? Не, ну реально молодец. Так, чем тебя? Повышать науку убеждения. Давай, тебя с убеждением возьмем. Так, что у нас тут?
Бонус поддержки убеждений. Отлично. Так, ковыряются тут ребятки. Погнали, короче, куда? На Сцилле. Капитан Ирион на Сцилле. Погнали. Полетели на Сциллу. Destination reached. Scylla. Местонахождение Сцилла. Так. Кого берем? Давай наших двоих знакомых старых возьмем. А это пока пусть посидит, освоится там, кораблик посмотрит. Да. Посадочная площадка Сцилла. Тоже, наверное, большая планета, да? Ну, кстати, тут не так уж и много. Что-то так тихо, как будто все вымерли. Автоматоны здесь, короче. На каждом шагу спотыкаешься какой-нибудь булыжник. Ничего тут нет интересного. Что-то вроде есть. Давай бухло тоже возьмем. Ты за мной давай бегай, ты справа не за мной бегает, это хорошо. Давай бег, разбивающих циркачей. Что это, лифт? Пойдем посмотрим, что там. Интересно, что здесь. Бандит. Бандит. Sure, on my way. On my way. Итак. Ёперный насос. Found it? What's a company freighter doing on Scylla? Ну чё, давай их отстрелять потихонечку. Here we go. Черт возьми. Черт возьми. Есть. Какие молодцы, смотри. Со всеми разобрались прямо. Классные ребятки у меня. Да. Я считаю, вообще молодцы. Пацаны вообще, ребята. Can't say I'll be mourning them personally. Так. Надо, короче, держать тут ухо востро. Надо собрать инструменты. Все. Которые тут есть.
Блин, у меня с патроном беда. Потому что их до хрена кто использует, я смотрю. Так, у меня что? Тяжелые боеприпасы, так? Порвайте легкие боеприпасы. У викария тоже легкие. Стоп. А почему тогда у меня так мало патронов? Куда я их дел? Интересное кино. Ого. Нифига себе. Охренеть. Какая большая. Есть тут что? Поживиться чем? Только боеприпасы. Я вот, кстати, не знаю, как там у моих этих ребят-то сильно боеприпасы заканчиваются. Вот еще и вниз куда-то ведет что-то. Ага. Что вообще такое? Купол какой-то защитный. И что это вообще есть? Ладно, пошли. Нет. Тут нам так пройти не получится. Что-то какие-то странные стеклянные. То ли бочки, то ли еще что-то. Торговый автомат. Так, чем ты у нас торгуешь? Тяжелые боеприпасы. Сколько нам надо? Д максимум. Это все? Энергетическая ячейка. Так. 29 броня, нифига себе. 700 рублей стоит. 500 стоит. Ё-моё. Ты смотри, а. Взлом плюс 7. Да по идее все надо покупать. Ну, давай какой-нибудь хлам сейчас продадим. У нас же тут есть хлам, который можно продать. О, кстати, легких боеприпасов до хрена. С тяжелым беда. У нас. Так. Тяжелое оружие, крупнокалиберный пулемет. Но у нас там по идее есть. Так ведь? Или нету? Не, у нас тут разное оружие есть. Так. Защитная одежда 10, навыки общения плюс 5. 9, 9.
Это все типа еда нужна. Но ремонтных модулей у нас сколько? Нет, это мы точно продавать не будем. А вот всякий хлам можно и продать. Что такое вообще? 189 урон в секунду. Так, купить что можно? Мне понравилась броня. Броняня. Бонус к навыку наука. Заводская бронированная пластина. Уклонение плюс 5, незаметность минус 5. Ага. — 18-29. Ну, в принципе, ну давай купим, чё. Взлом плюс 7. Давай купим своим ребятам. Вот. Так, сначала мне, да? Мне сейчас купим что-нибудь. 16, 17. Значит, 16. А где тут 29? Вот так. Это 17. Остальное хлам. Окей. Порвать. Чем ты у нас тут ходишь? 9, 9. Давай мы на тебя наденем вот эту шапочку. Наука. И взлом плюс 7. Взлом плюс 7. Щитные навыки плюс 5. Взлом плюс 7. 14, 16. Так, мой белый. Так, секундочку. Я снова здесь. Так, вот в таком составе пусть она и ходит. Так, викарий, ты у нас с чем ходишь? Ты, конечно, с какой-то херней ходишь, так? 9, 7. Запугивание, это прям твое. Так, тут 10, тут 18. Защитные навыки. Взлом. Защитные навыки плюс 7. Давай тебе взлом дадим. В принципе, все в примерно одинаковой одежде. Так, ну и сейчас всякий хлам продадим. Тут оставим. Блок плюс 5, скрытие замков. Вот это вот продадим все.
Нахер нам это надо? Все это с собой таскать херню. Так, а у меня вообще что с оружиями, пушками? Прицел в яблоко, магазин. Так, тут что у нас? Тут у нас есть энергетические. Тоже купим. Нихера себе. Элитная пехотная броня. Средний максимальный дальность действия магнички. Плюс 2,5 метра. Фига себе. Что-то я не догадался немножко. Так, а тут что? Тут еда, походу, да? Не. Тут не только еда. Но тут как бы больше ничего нет. Ладно. Пацанов приодели, пойдем дальше. Ну, не только пацанов. Девах еще. Единственное, вот что у меня патронов не очень много. Так, автоматон часовой. Отлично. Всех разбили. Вот эти бочки, они типа взрываются, да? Сильно? Ну, не скажу, что сильно. Но взрывается. Идем дальше. Не вскрыть. Эти магнички. Они что-то такое редкое явление здесь. Так, аккуратнее, потому что здесь в любую секунду из любого угла может кто-то вылезти. Твою дивизию. Интересно, мы его вообще развалим? Ух ты, сколько у вас тут до хера. Ты смотри, сколько тварей. Блин. Уже вот тут. Не, ну с помощником, конечно, лучше. Работается все. Бандит. Погнали. На страже здоровья. Кто это? Бандит, капитан Ирион. Убитый, что ли?
Можно тормозить. Главарь банды. Где главарь-то? Тут же где-то был. Вот он. Че, его уже почистили всего? Охренеть. Когда это не успели всех почистить-то? Блин, мне патронов не осталось. Здорово, друг. Потрясающая работа, дружище. Как раз готовился к дерзкому маневру, но ты избавил меня от этой необходимости. Еще на сердцебиение, расширение зрачки. Судя по симптомам, пациент испытывает ужас. Ах ты, ведро с болтами, да ничего подобного. Я взмок от великих трудов. Капитан Ирион, единственный неповторимый. Ты кто? Тебя же не Ванда отправила. Нет, честное слово, опоздать. На первый проходит. На минуточку, это деятельный дам. Целый час тебе на уши приседать будет. Передай ей, что автоматон уже в пути. Но отправив наемных на побегушках спасать меня от верной гибели, она меня только задерживает без обид. Не стану, передай Ванде неприветливый поклон. Вот козел, а? Даже спасибо не сказал. Я его тут спас, но ведь я же спас. Реально. Вот и ты дерзкий. Сэкономил боеприпасы, я тебе сэкономлю, блин. Че, все, погнали назад? Где этот бабуин здоровый? О. Нам же не к нему надо, правильно? Так, стопэ. Куда нам надо? Нам надо назад. Пойдем осмотрим, что это за ракета. Терраформер. Вот, пожалуй, объясни, почему мы не померли. Типа они тут что-то... Короче, они тут ландшафт формируют. Ну, пошли. Че еще? Сейчас хлам спихнуть ему. А че, у нас же прибавился? Так, а вот это что? Легкий нокдаун, тактический дробовик. Ого, легкое оружие. 37, 44, 12 размер магазина. Вот это мы оставим. Так, повседневная одежда.
одежда мне нужна. Бухло, короче, мы. $5000. Блин, поспешил я, да, с этими самыми. Так, нам наверх надо, да? Погнали. Наверх так наверх. Посмотрим, что тут. Доктор Дорсет. Так. Это типа корабль, правильно? Нет. А, нам же нужно полететь назад. Мы тут все сделали. Я и забыл. Смотрите, еще какой доктор Дорсет. На первый проходится. Destination reached. The Groundbreaker. Remember, items in the hold may shift during takeoffs and landings. Вторым вещь передвинется на новое место. Ну точно, как в Mass Effect, короче. У нас тут все, но меня интересует, где... Черт. Где все люди? Так, в моей каюте никого нет, правильно? Эджвотер. Сэм. Автоматон никак не реагирует. На его корпусе выгравирован серийный номер, в который включены 3 буквы Сэм. Да уж как-то можно оживить, правильно? О, Викарий Макс. As always, I am at your disposal. Как всегда в вашем Anything you'd like распоряжении. to discuss? Мы поговорим об этом в твоем поиске. Не, ну зачем так говорить, что он не в команде? Это ни мне, ни ему не выгодно. The woolly milk. Good to see you, О, boss. рад видеть, босс. Didn't I tell you? Я разве не сказал? Я сын председателя, которого никто не знает. Сразу как я родился, меня бросили в Затоне. Honestly, Честно, before you picked перед me тем, up, как ты меня I was living подобрал, in жил the в back base. Затоне. Всю жизнь Spent там my whole провел, life up there, watching наблюдая, ships как roll in корабли and take стыкуются и off. отчаливают. Always wondered Все when ждал, my когда ship would прибудет come. мой корабль. I was what folks on the Groundbreaker call a stowaway. Means I was Безбилетник. invisible. Меня Life никто не carried on for замечал. everybody else, but not for me. I had to make my own way. That's what they called us. Так нас Orphans называли, with no круглый family, сирот, no настоящие company to take us отщепенцы. in, nowhere to go but the back bays. The word's a touch kindlier than Rungleech, but the meaning's just as clear. If you can't support your own self, you don't deserve to be on the Groundbreaker. Как Same ты way we all do. справлялся, как все остальные искал работу, надеялся, что кто-то даст мне шанс. Hauling boxes was about the only work I Я could мог find. работать только грузчиком, Hated every ворочать second коробки. of it. Foreman and I never got on. Could be I Сидят was с басбольной overreacting. клюшкой. A better man might have turned the other cheek. Exercised a little bit of that, what's the word? Сдержанность. Strength. But on the other hand, broadsiding the jackass with a tossball stick, С that другой felt стороны, good. засандалить со всей felt дури там с real этой good. клюшкой мне понравилось, You очень tried. понравилось. Может, и тебе надо попробовать. Че, побить его? Oh,
Oh, I can do Ну, civilized. прилично себя вести я Proper могу. civilized, too. Очень даже цивилизованно. Genuflecting and everything. I caught a real lucky break. Мне очень крупно повезло. If you Если hadn't бы ты picked me меня не up, подобрал, я I'd бы still так be и back at кис the в docks, доках и ждал waiting свой for the day my корабль. ship arrives. Yeah. Ага, получается, I guess мой my ship корабль did таки arrive in the прибыл. end. И за это я должен сказать I've got спасибо you to тебе. thank for that. Thanks for listening, boss. Спасибо, что выслушал, Let's get going. босс. Ну, окей. Разобрались с пацаном. Погнали. Пока без него. Пусть пока посидит. Паренек. Да, так у меня с оружием беда. Heard from the lasses down on 22 that you did Есть патроны. Ну, тут всякая херня. Уклонение +5, незаветность -5. Тут чё? Так. Hey there. Be seeing you. Так, 80 метров. К медицине. С медикаментами, там все дела. Курящая баб, ты все куришь стоишь. Were I a gambling woman? Будь я более I'd азартно, wager you're поставил бы responsible все for my биты на то, mechanical что это state of благодаря mind. вам мои I автоматоны. can't thank you enough. Даже не знаю, как мне вас благодарить. 10 уровень. Ну и чё? Keep hanging around and I'll begin to Если think быть you're уверен, here тут for me. ошибаться, потому что ко мне What can I do for неравнодушны. you? You have yourself a day then. Так, у нас 10 уровень, да? Итак, скрытность. Дополнительный урон. Так, у нас есть убеждение. О, эти тоже двое. Порвати. Убеждение, вскрытие замков, инженерия. Так, а есть тут инженерия, сопротивление брони, урон в ближнем бою, шанс найти модификации. Повышает навык инженерии, когда в отряде есть порвать. 10 техник. Давай-ка по профилю с тобой разберемся. Викарий. Чем ты нас порадуешь? Да, викарий. Ты у нас разговорник, правильно? Наука 39. Носить изменения в оружии брони верстаке, повышая их качество. Тебе науку и запугивание надо. Есть тут что-нибудь такое? Так. Сопротивление брони, дистанционный урон, урон в ближнем бою. Общение, когда в отряде есть макс. Длительность боевых эффектов общения.
Не знаю, что это, но давай повысим. Теперь мы. Так, ближний бой. Уклонение блок. Ну, походу, надо делать. Убеждение. Способность. Так, у нас... Что у нас тут? Отряд никого. Скорость ходьбы. Скорость бега. Заботьтесь об оружии и броне лучше, чем большинство окружающих. Цену торговцев минус 20%. Откроет умение быстро путешествовать перед перегруженностью. Дополнительный боеприпас у торговцев. Расходы на предметы товара торговцев. Базовое сопротивление брони. Давай-ка мы с ценами разберемся. Вот так. Так, на этом на сегодня все. Сегодня прохождение The Outer Worlds мы закончили. Спокойной ночи всем. Спасибо всем, кто пришел. И всем пока. До будущих стримов.